привет, ребят! Я знаю, что народные тачки могут вдруг неожиданно классно зайти. На примере моего недавнего видео про CR-V. Вроде бы я думал, проходной будет ролик, а нет, зашел. Так что сегодня будет машина, ну, народней прямо некуда из японских тачек. Toyota Corolla, да еще и универсал, еще и AE100. Благодаря тому, что комплектации у этой машины прям тьма тьмущая, можно выхватить реально клевую какую-нибудь, особенно на ваш вкус, знаете, так, подыскать. Я вам так еще скажу, есть интересный момент. Коммерческие комплектации этой машины выпускались даже до 2002 года, то есть можно выхватить как бы не 27-летнюю. В частности, данный вот этот экземпляр был куплен чуть больше, чем 100 тысяч, 130 тысяч рублей, абсолютно в очень хорошем состоянии. Для того, чтобы ее такую найти за адекватные деньги, все равно придется поискать. Кто порадовался бы такой машине? Порадовался бы я, когда я был студентом, однозначно. Мой тесть, будучи обыкновенным работягой, шахтером, таким настоящим человеком от сахи, обрадовался бы такой машине, если бы ему ее кто-нибудь подарил. Сейчас на пенсии он, конечно, наверное, вряд ли бы ее такую купил, но, тем не менее, ему бы она по-любому зашла. Я все-таки учитываю, что я бы купил бы все-таки хороший вариант, полазил бы, нашел бы более-менее адекватный вариант. Не ржавый, не драный, не после такси. Сейчас таких машин катается просто тьма. Вот просто я выхожу на улицу, куда бы я ни бросил взгляд, по-любому я на такую королку наткнусь. С 91 года начался выпуск этих машин. В Японии, на удивление, эти тачки вообще особой популярности не заимели. А вот у нас заимели. Нам нравится, когда в машине все просто, дешево. На данный момент, в моем возрасте, с моим доходом, я могу, купив этот автомобиль, в любой момент времени починить всю подвеску в круг моментально. Причем, если учесть, что они бывают разные с точки зрения подвески, она же может быть рессорной даже. Прикиньте, рессорная, елки-палки. То есть картошки навалить можно прям вообще под самую завязку. Вот о комплектациях, ребят. Начнем с того, что были самые-самые ходовые, вот я их прям вижу вообще много, ходовые комплектации, которые считаются коммерческими. Там слабенькие моторчики, 1.3, 3Е, 2Е, там 80, 90 лошадиных сил. Кстати говоря, еще и дизельки, двухлитровые, да, двухлитровые дизельки. Вам нужно просто, чтобы она ехала, поэтому какой там мотор в целом не сильно важно. Рестайлингов было аж 3. Там добавились цветовые схемы, даже задние фонари немножко другой формы. Здесь у нас совсем простенькие, а бывают такие удлиненненькие две. Там мог быть даже 4AGE, вот вам без балды, они бывали с 4AGE, вот прикиньте, 20-клапанным 4AGE, то есть на ней еще и наваливать, в принципе, можно было бы, ну, опять же, такую, пойди поищи, ее еще не каждый продаст. Ну, а с другой стороны, если подумать, а кто вам мешает купить вот такую, засунуть туда 4AGE и просто ездить? Если вы не налепите целую кучу обвесов и прочего колхоза, в жизни никакому гаишнику не придет в голову заглядывать вам под капот. Ну, только если вы не начнете наваливать прямо при нем. Так вот, 5AFE. Вот прям вот самый-самый распространенный мотор вот в этих машинах. Маленькая подлянка, 105 лошадиных сил, то есть было бы 99, вы бы выиграли чутка по налогу. Но, впрочем, и так тоже копейки. 105 лошадиных сил, трамблер, никакой замуты вообще. Ну, разве что могу назвать одну подлую замуту. Это стартер, расположенный позади движка, который чтобы снять, нужно, короче, прям очень много неприятных процессов произвести. Вот, кстати, вот прикиньте, вот прямо сейчас смотрю, едет точно такая же. Поверни. То есть просто прикиньте, мы вот снимаем, и тут же в этот же момент едет точно такая. Проблема с трамблером, который, вот, кстати, вот прикиньте, тачке 27 лет, а вот трамблер в ней стоит 5. Вот прикиньте, вот у меня мотор Трес GE в машине, а трамблер не стоит 5. 3 он стоит. Ну вот. Но с другой стороны, опять же, ребят, легкий доступ к форсункам, легкий доступ к свечам. За ремонт этого мотора возьмутся, я не знаю, в любой деревне. Вот натурально. Идеал первой машины. Ставим лайк, у кого была такая первая машина. Прям вот сейчас вот берем и ставим. Если мы находим целый варик, это прям круто и классно. Раз у нас здесь моторы серии А, как я уже сказал, вы прямо... Ваш мозг, ваши идеи абсолютно открыты для тюнинга вот по линии А моторов.
4AGE запросто. 4E FTE турбовый, да, тоже можно. Причем, кстати, 4E FTE, если опять же тоже не выпендриваться, он будет смотреться под капотки очень сильно похоже. И все, и прям вот все. Как, ребят, себя чувствуешь за рулем Королки? Обычной Королки сотки, да, как себя можно чувствовать? Я вам скажу так, чувствуешь себя невидимкой. Невидимка для девчонок, да, девчонку на такой тачке не склеишь, паренек, не склеишь никак. Но, с другой стороны, ты будешь ей тогда интересен как личность. Если ты ей понравишься даже с такой тачкой, то ты можешь быть уверен, понравился именно ты, да-да-да. Ну, что вам полезного про нее еще сказать? Ну, давайте по ценам, да, самое простое по ценам. Скажем, если мы возьмем вариацию с стоечной подвеской, не с рессорами, да, средняя стоимость, ну, не знаю, ну, скажем, каябовских стоек будет 2500. Что у нас там по кузовному? Ну, скажем, переднее крыло 1500 будет контрактное стоить. Ну, я здесь не говорю про доставку, это смотря где вы живете, да. Дорогущая, впрочем, как и у всех универсалов, дорогущая задняя дверь. Да, дорогая задняя дверь, пятерку, например. Ну, хотя, опять же, ну, пятерка, целая дверь, да. Машину не назвать совершенно не едущей. Ну, совершенно не едущей. В пределах городских 60 разрешенных километров в час вы будете чувствовать себя не хуже, ну, по крайней мере, уж не хуже Солярисов. Надо сказать, моторчики достаточно тяговитые, на удивление. Знаю, у меня есть знакомый, который на такой Королке спокойненько и достаточно далеко тащил Делику. Вот прикиньте, Делику. Знаете, такое огромное чудовище, которое на базе Mitsubishi Pajero, да, и спокойненько вот он его тянул километров эдак 200 обычной Королкой универсалом, которая с обыкновенным четырехступенчатым автоматом. Он, кстати, тоже никак не накрылся, не погорел, не сдулся. Все абсолютно нормально. Масложором эти моторы не отличаются. Это прерогатива все-таки S двигателей, а не А серии, ну и Е серии в ту же сторону. Вот знаете, я вам так скажу, с дизелем я был бы осторожен. Все-таки, знаете как, это все-таки старая машина, конечно же, и старый дизель. Ой, ребят, это все-таки опасно. Видите, фишка в чем? Контрактный мотор А-серии стоит дешево. Ну, скажем, ну, не знаю, ну, 1020, например. Ну, его снять, поставить еще сколько-нибудь там заплатить, смотря в зависимости от навороченности сервиса, да. А вот дизель, он может быть старый, он может быть никакущий, да, как бы, а стоит на удивление дорого. Вот. Починить его, если вот он у вас начинает накрываться, тоже затруднительно, потому что специалистов мало. Ну, в общем, ну, сами понимаете, могут быть проблемы. Как мне как-то раз в комментариях написали, как жену по попе погладил, а? Годится. Не удивлю, если скажу, что они бывали полноприводные, да, конечно же, ну как, японцы делали полный привод даже в обыкновенных Королах. Да, ребят, вот представляете, это всегда было, и я надеюсь, что это всегда так и будет, что можно будет, купив машину низкого класса, да, но все-таки заиметь полный привод. Королла. Кто вот не видел никогда салона Короллы? Не знаю таких людей вообще. Значит так, комплектации у Короллы тоже по салону отличается, не сказать, что уж прям сильно. В каких-то у нас, значит, кондиционер только, в каких-то климат-контроль, в каких-то крутилки, в каких-то не крутилки, в каких-то крутилки только сзади, а спереди электропакет. Что здесь можно сказать? Очень крутая вещь, это приборка от 4AGE, от мотора 4AGE. То есть, если вы свапитесь, вот что вам реально придется поискать. Вот серьезно, вот я вам без шуток говорю, механическая приборка, которая идет с мотором 4AGE, родная, просто стоковая, это капец какая редкость. Здесь разговаривать нет смысла, вы сидите в Королле, тоненькие двери, шумоизоляции тоже нет. Но просто вы вдумайтесь, а хотя она может быть, все-таки за 27 лет кто-то мог и поставить. Вдумайтесь, эта машина не для того, чтобы понтиться. Ну, разумеется, раз это универсал, значит хороший багажник. Я вам так скажу, литры вам ничего не дадут, ну, в понимании размеров багажника. Вот давайте смотрим. Размах рук моих 1,5 метра. Ну вот, смотрите, почти что 1,5 метра. Вот,
пол размаха рук, то есть сантиметров 80 в глубину. Ну вот даже элементарно, ну видно же, что здесь лежит у нас коробка. Ну давайте в канистрах, примерно длина в 3 канистры. Еще сиденья же складываются. Да, прикиньте, сиденья складываются, и тогда вообще можно стиралку, холодильник. И еще обратите внимание, вот я про это, кстати, часто говорю, ну когда мы рассказываем про универсалы, какие-нибудь минивены, да, низкий вход, да, как бы низкий вот этот, то есть дырка вот прям до низу, то есть поднимать груз невысоко. И подполье присутствует полноразмерной, даже можно, да, вообще, конечно, банан, но полноразмерная реально запихается, потому что у нас здесь стоковые колеса 13 или даже 14, это в туринговых комплектациях. Если брать коммерческие какие-нибудь комплектации, которые, ну вот которые я вам как сказал, да, такие вот совсем деревянные, совсем простые, у них не будет вот этой отделки пластиком. То есть, видите, у нас здесь отделка пластиком, мягкий вот этот вот потолочек продолжается. У них вот этот здесь все вот это место металлическое. То есть вот это вот снять, вот как если бы вот это снять. То есть просто вот голый металл. Ну, тушу свиньи положил, да, чтобы она не запачкала, кровь можно было смыть. Тушу свиньи, ага. Да, еще забыл сказать. У коммерческих здесь, ну прям, такая скамейка, прям не могу. Она мне сразу напоминает Probox. У меня такое ощущение, что Corolla Универсал, так скажем, последователь Corolla Универсал стал не Fielder, а Probox. То есть у Probox тоже целая куча комплектаций. У него есть вариант Saxi, да, такой более цивильный. И у него тоже есть совсем коммерческие комплектации с голым металлом. И более гражданские с пластиковой отделкой и прочим. Ну что, ребят, итог, да, подведем. Машинку эту я вот реально хотел снять по-быстрому. То есть парень предложил, а я согласился. Просто по одной простой причине. Я считаю так, что у моего канала JDM-ная миссия продвижения настоящих праворульных тачек в массы. То есть, серьезно, я понимаю, что про нее большинство всех знают. А кто-то, может быть, и не знает. Вот прикиньте, кто-то вдруг кто-то не знает, что есть такая тачка. И если кто-то вместо того, чтобы купить девятку, купит Королку Универсал, я буду считать, что моя миссия выполнена. Подписывайтесь на мой канал, делайте репосты в соцсети. Всем пока. Ну сколько? Ну, наверное, с десятки-то она свеженькая выйдет, да? Ладно, шучу, конечно, не выйдет, да, конечно, нет. Ее стоимость иногда даже может превышать месячную московскую зарплату. Она может стоить, ну, даже 150 тысяч. А если получше, комплектация может стоить даже 200. Вот представляете? То есть 2 московские зарплаты месячные. Блять. Да? Давай еще раз. Слушайте, прикольно, да? Вот тест-драйв обычной простой тачки меня реально настраивает вообще на прикольный лад.